Здравствуйте, добро пожаловать на 4-е занятие из нашего видеокурса. Сегодня, надеюсь, мне уже не нужно напоминать вам о домашнем задании, или, может быть, еще нужно. Все же я скажу, что обязательно делать домашнее задание. Если вы еще не отписались в группе ВКонтакте или не проделали все части домашнего задания из предыдущих уроков, вам обязательно нужно поставить это видео на паузу и это сделать. Почему нужно отписываться ВКонтакте? Мы можем тогда вам дать какую-то обратную связь. Мы можем посмотреть, что вы там пишете, какие у вас есть трудности в комментариях. Даже если вам все нравится, напишите. Мне очень приятно, всей команде, которая работает над этим курсом, тоже будет очень приятно. Плюс вы покажете, что вы есть, и другие участники этого курса, этого марафона, кто идет той же самой цели, что и вы, смогут вас поддержать и почувствовать, что вы тоже их поддерживаете. Дальше вы можете общаться, возможно, вы даже живете в одном городе, вы можете встречаться, помогать друг другу, делать какие-то дополнительные тренировки. Это действительно сделано для вас, чтобы вы могли найтись и увидеть других участников этого курса. Почему нужно делать домашнее задание? Потому что даже если этот материал вам знаком, вы его где-то изучали, я уверена, что где-то вы об этом слышали, и даже, может быть, раньше сами умели так говорить и все это применять. Но вам на этом тесте придется делать очень быстро, поэтому лишняя практика вам не повредит. Вот, минимально то, что я вам задаю дома, это нужно сделать, а лучше делать еще больше. Если вы уже полазили по рабочей тетради, в конце ее вы наверняка увидели список полезных ресурсов. Вы можете уже идти туда и смотреть просто на формат теста, готовиться к тому, как будут проходить разные части, читать инструкции каждому из заданий, чтобы вы могли привыкнуть к тому, как вообще будет проходить этот тест. Вы знали, что вот в этой части будет там столько-то частей, здесь нужно будет делать это или то. Я все это вам потом расскажу, но будет здорово, если вы уже начнете это смотреть и готовиться морально. Также нужно делать домашнее задание, потому что всего лишь через несколько уроков мы уже начнем все это применять. То есть мы будем на практике части speaking, на практике части writing делать все вот эти трудные предложения, выстраивать их в правильном порядке, делать между ними связки. Я буду показывать еще более интересные фишки, поэтому если это вам как бы вроде как понятно, но вы не можете это с легкостью вот так сделать, дальше вам будет труднее. Поэтому не откладывайте домашнее задание, обязательно делайте его прямо сейчас. Если вы все это сделали, то погнали. Сегодня наша тема о прошлом. Не раз вам придется упоминать свой личный опыт, какие-то события из прошлого, какие-то примерные там статьи, или говорить о том, что говорили другие люди в прошлом, поэтому вам нужно уметь правильно его выражать. За это действительно вы можете потерять очень много баллов, так как ваш ответ будут прослушивать люди потом по записи. Не будет такого, что, ой, может быть, там где-то не услышали. Они это услышат, они это перемотают, послушают 5 раз, если они не уверены, и точно вы потеряете баллы, если вы четко не понимаете, какие времена, где нужно использовать. На первое время мы сегодня посмотрим, это будет past perfect. Если вы делали домашнее задание и знаете, как строится время present perfect, past perfect для вас не будет таким уж трудным временем. Оно используется так же, как и present perfect, с одним изменением. То, что present perfect – это результат, сделанный на сейчас. То есть я там уже сегодня поела или там выпила 3 чашки кофе, что, кстати, является правдой. Это будет событие, которое являлось достижением, но на момент в прошлом. То есть мы немножко меняем наш график. У нас появляется какое-то событие в прошлом и достижение на тот момент. То есть мы опять не знаем, когда это было сделано, нам не важно, когда это было сделано. Но нам важно, что оно было достигнуто в какой-то точке в прошлом. И это у нас будет past. То есть здесь часто будет past simple. Это уже будет сложное предложение, зачастую с запятой внутри него, где вы говорите, что я там что-то сделал до того-то момента. И если в present perfect мы говорили already, just, там, yet, да, в отрицаниях и вопросах, то здесь мы будем уже говорить с помощью такого маркера by the time. Это значит, что к какому-то моменту. И вот как раз мы будем говорить by the time и указывать вот эту точку, что там случилось. Несмотря на то, что это perfect, во второй части предложения будет реальная точка во времени, которую мы четко знаем. Там может быть там 5 o'clock, там может быть yesterday evening. Любая точка, показывающая на четкое время в прошлом. Но это никак не влияет на наш перфект, потому что это 2 разных предложения. Я сейчас покажу вам конкретные примеры, где вы сможете увидеть, как это происходит. Если с этим все понятно, да, сюда мы можем сделать и результат, и причину, reason, и result. Так же, как мы делали в present perfect. То есть я могу сказать, вчера я была очень уставшая из-за того, что до этого я что-то сделала. Да? Когда у нас reason, мы как бы отсюда время поворачиваем вспять. Когда у нас результат, мы просто показываем, что вот на тот момент был такой-то результат. Например, я пробежала 10-километровый марафон там, к 3 часам вечера вчера. Я вот молодец, да, там все бежали до 5 вечера, а я прибежала в 3.
Сейчас посмотрим на конкретные примеры. Как делаются утверждения в этом времени? Вспоминаем из перфекта, да, там есть вспомогательный глагол have. И он идет первым, так как он первый, он у нас и будет склоняться, то есть он и будет уходить в прошлое время. Здесь мы будем говорить had. Причем у нас единственная форма есть, она одинаковая для всех лиц, во всех прошлых временах. У нас глаголы не склоняются в зависимости от того, множественное, единственное число. Кто-то сделал она, я или еще кто-то. Получается, допустим, I had. Потом мы также ставим глагол в третьей форме. И у нас получается перфект. То есть здесь можно ставить любой глагол, правильный, неправильный глагол. Вот здесь вы в своей тетради увидите сноску на аппендикс в вашем учебнике Мерфи, в котором есть список этих неправильных глаголов. Вы уже начинаете учить эти неправильные глаголы. Вам нужны и вторые формы, и третьи формы. Сейчас немножко расскажу о том, как их нужно будет учить. Но вот так вот выглядит предложение. К примеру, I had discovered a new library by the time I needed to check out a lot of books for my college classes. То есть к тому времени, когда мне надо было, это past simple, да, by the time, и потом я говорю I needed to find a lot of books. Вот это у меня просто в past simple происходит, а вот эта часть, она в перфекте. Что к тому времени я уже успела найти новую библиотеку, и вот как раз, когда мне нужно было брать эти книжки из библиотеки, я уже знала, где она находится. Или I had been to Hawaii many times by the time we went there on a honeymoon. Или I had a chance to visit my grandmother before she died. То есть здесь я еще использовала такое слово before. Его тоже можно использовать в перфекте. То есть это либо by the time, и дальше вы поясняете, что это было. Это может быть before, тоже поясняете. Или там могут быть простые точки во времени, там by yesterday evening, например, там, к такому-то дню или к такому-то вечеру, да. I had already finished it by last Monday. То есть к прошлому понедельнику я это уже успела сделать. Все это подходит сюда. Окей, двигаемся дальше. Сейчас я расскажу вам о том, как вам можно прояснять вот эти глаголы и их вторые и третьи формы. В первую очередь, когда вы смотрите на этот аппендикс, вы увидите, что глаголы склоняются по-разному. Я не буду сейчас пояснять вам правила, потому что действительно этого не нужно знать. Вам нужно это просто заметить. Но это очень легко заметить. Например, buy, bought, bought. Think, thought, thought. То есть у них вторая и третья форма, во-первых, одинаковые, а во-вторых, они склоняются по такому же правилу. Но это чисто слышно. Например, drive, drove, driven. Или ride, rode, ridden. И так далее. Есть глаголы, у которых все три формы одинаковые, это тоже определенный вид. Есть глаголы, у которых первая и третья форма одинаковые, например, come, came, come, run, ran, run. Вот такие глаголы, это тоже отдельный тип. Вы покупаете себе такие sticky notes, да, цветные такие бумажки, стикеры, допустим, 5-6 цветов, и берете сначала те глаголы, которые вам и так известны, вы знаете, что они значат, вы знаете, как они переводятся, может быть, даже уже их употребляете постоянно. И вы их пишете на эти стикеры. Например, глагол run, он будет на зеленом стикере. Значит, это правило склонения, да, то есть когда первая и третья форма одинаковые, будут все на зеленых стикерах, все такие глаголы. И теперь вы смотрите, как только вы находите еще один глагол, который склоняется по такому же правилу, вы тоже его пишете на зеленый стикер. Это такая сложная там структура, да, у вас в голове будет создаваться, но вам об этом не нужно думать. Ваш разум очень классно справляется с такими ассоциациями, поэтому вы эти стикеры расклеите по дому, на шкафчике, там, в туалете, в разных местах, но, естественно, там, где, ну, не опасно, да, отвлекать ваше внимание, и ваша случайная память будет запоминать эти слова. Потом просто ассоциативный ряд ваш будет срабатывать, когда вам нужно вспомнить, боже, там, со скоростью наносекунд, какая же там третья форма глагола. Но одно правило, ни в коем случае не пишите перевод и не пишите все три формы глагола на этом стикере. То есть у вас будет бумажка, и на ней написано просто одно слово, допустим, run. Потому что, когда вы будете на него смотреть, если там все и так написано, то у вас работает только визуальная память. Если там ничего не написано, вам нужно озадачиться, и вы, когда мимо него пробегаете, ваше сознание все равно озадачится, и вы там дальше пошли делать другие задачи, а эта задача в вашей голове решается. И она вас не оставит в покое, пока она не решится. Скорее всего, вы просто вспомните. Но вот эта вот как бы дорога будет проделана много раз вашим разумом на автомате. Поэтому, когда вы на экзамене вдруг себе закидываете задачу, как же там сказать-то, бегал-то я тогда, ваш разум эту дорогу пройдет намного быстрее. По сути, она у него будет такая же проторенная тропа в памяти к третьим и вторым формам этих глаголов. Вот так я их учу, так учат мои студенты. Это действительно очень быстро помогает вам их запомнить. Плюс это такая пассивная задача, вам не нужно на это выделять дополнительного времени в вашем домашнем задании, которого у вас и так будет скоро предостаточно. Alright?
Это что касается этих глаголов. И все те, которые правильные, вы просто можете их не учить, поэтому если у вас есть уверенность в том, что неправильные вы помните, если вы не помните форму глагола, значит он правильный. Так себя поэтому и тренируйте, чтобы вы реально были уверены в том, что те, которые неправильные, вы знаете. Двигаемся дальше. Как же делать отрицание? Вы просто сюда вставляете not, так как это составное уже время, вам не нужно никаких дополнительных там вспомогательных глаголов или частиц. Вы просто говорите I had not, she had not, they had not. И также идет третья форма глагола, ничего не меняется. I had not had a chance to visit my grandmother before she died. I had never, кстати, я убираю частицу not и вставляю туда never, что тоже можно. Never у нас уже само делает отрицание, мы об этом говорили на первом занятии нашем, что never то же самое, что частица not, поэтому их вместе ставить нельзя. Поэтому мы просто говорим I had never been to Hawaii before we went there on our honeymoon. They had never visited Moscow before I invited them. И так далее. То есть, по сути, я здесь чего говорю? Они там не бывали к тому моменту, когда я их пригласила. Я не успела встретиться со своей бабушкой к тому моменту, когда она умерла. Я там побывала уже там много раз к тому моменту, когда мы туда поехали. То есть, достаточно просто. Вы всегда делите это время пополам. Думайте сначала о том, что вы успели достигнуть, потом думайте уже о этой точке во времени. Она может быть простая, просто там дата или событие какое-то. Как же делается вопрос? Классически, как и всех других временах, наш первый глагол идет на первое место. Например, had you had a chance to visit Hawaii before the catastrophe there? Had you seen the car coming before the accident? И так далее. То есть это все то же самое, просто мы переставляем глагол на первое место. Это вам нужно будет сейчас потренировать. Прям ставьте видео на паузу и поделайте так же, как и я сейчас буду делать, с периодичностью. Можете меня ставить на паузу, можете прямо сейчас сами попробовать, потом послушать мои примеры, можете после моих примеров, но вам сейчас, прямо сейчас, не откладывать домашнее задание. Нужно это потренировать, что все, что какие-то ошибки вылезут, вы сразу же их могли заметить и скорректировать. Я сейчас буду делать утверждение и отрицание вопрос, просто перекручивать структуру. Например, I had been to Metropolitan Museum by the time it had its 200th anniversary. I had not been to the Metropolitan Museum by the time it had its 200th anniversary. Had I been to Metropolitan Museum by the time it had its 200th anniversary. Sorry. Попроще сейчас, вторую часть буду делать, чтобы много раз ее не повторять. I had discovered a new cafe in my town by the time my friends arrived. I had not discovered any new cafes in my town by the time my friends arrived. Had I discovered any new cafes in my hometown by the time my friends arrived. То есть достаточно все просто. Попробуйте делать свои примеры, чтобы немножко потренироваться прямо сейчас. Потому что мы сейчас перейдем уже к следующему времени, которое говорит о прошлом. Единственный нюанс, который я здесь замечу, да, это специальные какие-то кейсы, когда нужно использовать это время. Оно может использоваться, когда еще мы говорим вообще-то в past perfect continuous, но не имеем права в нем говорить. Что я имею в виду? У нас было present perfect continuous, это время, когда что-то продолжается через точку. То есть оно обычно у нас продолжалось через сейчас, а здесь оно будет продолжаться через точку в прошлом. Но у нас уже есть какое-то время, там, for или since, да? Вот мы можем говорить в этом времени, но есть определенные кейсы, когда в этом времени говорить нельзя. Это будет past perfect continuous. Я не думаю, что вам на тесте придется этим пользоваться, поэтому его не обязательно изучать. Но иногда его упрощают до вот этого времени для обычного перфекта. В каких случаях? В случаях, когда у нас отрицание, да, когда я не имею права в perfect continuous говорить в принципе, да, если действия нет, его нельзя тянуть. Об этом было много мы говорили на прошлом занятии, поэтому не буду сейчас опять в это углубляться. То есть я могу сказать I hadn't danced for many years by the time I came to this school. То есть я пришла в эту школу учиться 2 года назад, и хочу сказать, что на тот момент я еще не танцевала очень много. Но так как я не танцевала, я в perfect continuous сказать не могу. Я говорю в обычном перфекте. I had not danced, да?
Не могу сказать I had not been dancing. Это будет вообще неправильно никак. Если бы я говорила утверждение, то я могла бы сказать в perfect continuous, например, I had been dancing for 2 years by the time I came to that school. И все здесь определяется вот этим предложением I came to that school. Это именно предложение заставляет нас все передвигать в past perfect, а не в present perfect. То есть первый вариант это отрицание нельзя в perfect continuous, и тогда мы будем использовать вот это время. Второй вариант это глаголы типа love, hate, understand. Это глаголы, о которых мы говорили, которые не могут использоваться в continuous вообще никогда. Хоть в утверждениях, хоть в отрицаниях, хоть в вопросах. Потому что нет процесса. Я не могу представить, как там я люблю или понимаю. Нету физического действия, поэтому тянуть тоже нельзя. И поэтому я просто скажу I had loved him for many years before he died. То есть я показываю продолжительность, но не могу уже это говорить в perfect continuous. I had, к примеру, understood him really well before he even started learning English. И так далее. То есть вот эти глаголы нельзя ставить в continuous. Поехали дальше. Сейчас мы поговорим еще о другом времени, которое используется для выражения событий в прошлом. Это время past continuous. Схоже с временем present continuous, оно показывает на события, которые тянутся во времени. Только в данном случае у нас будет событие прерываться не настоящим моментом, а каким-то моментом в прошлом. То есть у нас может быть одно событие, которое тянулось в прошлом и было прервано каким-то событием, о котором мы знаем, когда оно происходило. Или у нас может быть два события, которые происходят параллельно друг другу. Сейчас я на примере покажу вам, что я имею в виду. То есть, когда мы в русском говорим, мы все выходные смотрели фильм, это не past continuous. Это просто past simple. То есть я скажу, we watched movies all weekend long. Потому что это уже началось, и это закончилось, и ничего меня в этот момент не прерывало. В английском past continuous используется именно когда что-то случилось в момент, когда я что-то другое делал. К примеру, я смотрела телевизор, когда отключили электричество. Или пока я танцевала, он готовил ужин. Это вариант с двумя параллельными действиями. То есть либо что-то единичное случается, либо что-то также длинно вместе с моим действием продолжается во времени. И тогда я использую это время. Давайте рассмотрим оба примера. Как же делается утверждение? Опять же, это составное время, поэтому у нас заранее уже есть все глаголы, которые нам нужны. У нас ниоткуда не появится вспомогательный глагол. Однако здесь у нас будет два варианта глагола to be. У нас будет was или were. И потом у нас будет дальше идти глагол с синговым окончанием. Причем этот глагол никак в прошлое не склоняется. Если бы я сказала I am thinking, я могу сказать I was thinking. Или you were thinking. В настоящем времени это будет you are thinking. Собственно, все, что было are в настоящем времени, превращается в were. Все, что было is, или также мы говорим про себя I, превращается в was. Далее, что мы делаем в отрицаниях? У нас просто приделывается частица not. Вся структура не меняется, просто мы показываем, что у нас теперь отрицание. И в вопросе глагол с лицом меняется местами. Достаточно все просто. Здесь трудность именно в правильном, корректном применении. То есть это время достаточно редко используется, но тогда, когда его нужно использовать, ничего другого использовать нельзя. То есть вы будете в тупиковой ситуации, если вы не будете знать, как использовать это время. Но, так же, как и past perfect, оно должно быть чем-то обусловлено в прошлом, поэтому мы должны это второе событие нам приписать. И мы здесь дальше допишем, что же еще параллельно с нами происходило. То есть я могу сказать when, в том случае, когда у меня другое событие такое единичное, типа он пришел, выключили электричество, открылась дверь, позвонил звонок и так далее. Что-то просто случилось один раз. Тогда я говорю when. Когда у меня происходит параллельно другое действие, я скажу while. Это в то время как. То есть перед continuous структуры нельзя ставить when. When это только единичные действия, только past simple. Сейчас на конкретных примерах я прямо вам их напишу, будет все понятно. Допустим, первая часть у нас идет в continuous. I was, там, допустим, eating dinner. Или I was eating dinner. Дальше я могу сказать либо единичное действие, когда он пришел, либо продолжающееся действие, что он параллельно что-то делал. Допустим, when
He came. Вот у нас обычное прошлое время, и я ставлю when. Это у нас continuous, потому что я в момент этого времени чего-то делала, и мое действие было как бы разрезано пополам на до и после того, как он пришел. Другой вариант. Я могу то же самое предложение переставить немножко, и у меня получится while I was eating dinner, he came. То есть я, когда переставила сюда, но здесь оно превратилось уже в while. While I was eating dinner, he came. Также я могу их порядком переставить. То есть у меня может быть when he came, I was eating dinner. Или he came while I was eating dinner. Порядок совершенно не влияет ни на что. Главное, чтобы вы не вставили вот сюда when. Или не вставили вот сюда while. Различаем. Также может быть в отрицании. Например, I was not sleeping. Типа он меня не разбудил, я и так уже не спала. I was not sleeping, например, when he came. Или when he came, I was not sleeping. Или while. А здесь нельзя сказать while, потому что как бы действия нет. Получится в то время, как я не спала, но это очень странно. То есть мы просто скажем when в данном случае. И вопрос. Я буду вопрос спрашивать только к одной из частей. Либо мне интересно, спала ли ты, когда он пришел, либо пришел ли он, когда ты спала. И здесь нужно просто будет определиться. Если мы спрашиваем про вот эту часть, ты спала ли, или ты там, не знаю, работала ли в это время, или вообще что ты делала, когда он пришел, то я спрашиваю все вот это вот в этой структуре. Например, were you sleeping when he came? Were you sleeping when he came? Спала ли ты в этот момент, когда он пришел? Или я могу спросить уже к этой части вопроса, как двойного вопроса не бывает в английском. Did he come? Уже вопрос к вот этой части, она past simple, поэтому он будет вопрос past simple. Did he come while you were sleeping? И тогда вторая часть будет уже утверждение, и там будет стоять while. Вы можете это потренировать во время домашних заданий. В принципе, вот это все, что нужно здесь знать. И вы будете это использовать, когда пересказываете какие-то продолжительные моменты в своем прошлом. Например, в то время, пока я учился в институте, там что-то случилось. Или в то время, как я готовился к этому тесту, я там узнал что-то. Вот, пожалуйста, это время. Оно достаточно применимо, просто применимо достаточно в лимитированном таком количестве случаев. Alright? Последняя структура, даже не время, которую мы рассмотрим сегодня, это структура used to. Это разновидность past simple. И, в принципе, ее можно заменить обычным past simple, но если вы используете это выглядит лучше. Мы ее говорим, когда у нас была какая-то привычка в прошлом. То есть я что-то делал, а теперь уже так не делаю. То есть, в принципе, это похоже на обычный past simple, и оно таковым и является. Просто я как бы used to, я сделался к этому привычным в прошлом, сейчас я этого не делаю. Утверждение делается как и в обычном past simple, то есть сам глагол ставится во вторую форму. Например, I used to. И потом идет еще один глагол в первой форме. У нас всегда здесь будет used to, независимо I used to, she used to, they used to, потому что это прошлое время, в прошлых временах у нас ничего не склоняется. I used to drink a lot when I was in college. I used to dance a lot when I was a child. То есть здесь мы как-то должны вот это вот прикрепить к прошлому. И мы обычно это описываем там when я там был маленьким, в институте я был, или там когда я гулял много в детстве, или когда я там жил у бабушки и так далее. Мы поясняем, когда же это было. Почему? Потому что подразумевается, что я больше этого не делаю. Если я больше этого не делаю, значит нужно сказать, как бы, когда я это делал. В отрицании, как и в обычном past simple, мы вставляем сюда did not, и use уже идет на второе место и теряет свое окончание ed. А потом еще один глагол в первой форме. То есть I did not used to dance when I was a child, but now I really like it. То есть мы можем сказать, да, когда я это делал, а потом еще в одном предложении мы можем сказать, а что же сейчас изменилось. Например, у меня раньше была собака, но она умерла, когда мне было 10 лет. Или у меня раньше была собака, а теперь у меня 10 собак. Или там, раньше у меня была собака, а теперь у меня живут только кошки. То есть вот это вот
поясняющее предложение, оно может быть в прошлом, может быть в настоящем. Вы должны показать изменения какие-то. Вы в этом времени будете часто говорить на экзамене про какие-то свои прошлые привычки, когда вы делаете частные примеры. Например, вы говорите, я очень люблю путешествовать. Раньше я мало путешествовал, потому что у меня не было денег, и теперь я там директор и могу себе позволить путешествовать 3 раза в году. Или наоборот, раньше я путешествовала очень много, потому что был студентом, и теперь у меня очень мало времени, у меня есть семья, поэтому мы обычно проводим наши там выходные или каникулы дома с семьей. Показывайте именно перемену, но это вам позволяет наговорить 3-4 предложения вот так вот. То есть вы идею придумали уже, начали в этом говорить, у вас есть время выдохнуть, просто это проговорить и думать, о чем же я буду говорить дальше. Про все эти стратегии мы поговорим через несколько уроков, но я пытаюсь вам показать, что это важно, и вам нужно это знать. И вопрос, как и ожидалось бы во всех временах, у нас первый глагол идет на первое место. Did, допустим, там I или did you, опять use без окончания D. Did you used to walk along this river when you lived here many years ago? Did you used to like her before you had that big fight? Did you used to study English in a classroom before you bought this course? And so on. То есть здесь могут быть очень много примеров. Я даже не буду их сейчас все выписывать, вы просто попытаетесь сейчас вместе со мной их понакидывать, и я думаю, что это будет нетрудно. Давайте другие лица попробуем. Did she used to like ice cream before she got sick? Did you used to travel when you lived in America? Did you used to smoke when you were younger? Did she used to talk with her friends on the phone before she had Facebook? И так далее. То есть я прям интересуюсь, что это она такое раньше делала до того, как что-то случилось. Сейчас я прям возьму один пример и буду его прокручивать из утверждения в описании и в вопрос. Например, I used to talk to my sister a lot when we were younger. I did not used to talk to my sister a lot when we were younger. Did I used to talk to her a lot when I was younger? Еще пример про других людей. They used to buy a lot of bread in the shop before it closed. They didn't used to buy a lot of bread in the shop before it closed. Did they used to buy a lot of bread in the shop before it closed? И последний пример. Давайте про he. He used to travel to Bangladesh every year when he had a girlfriend there. He didn't used to travel to Bangladesh every year before he got a girlfriend there. Did he used to travel to Bangladesh so often before he got a girlfriend there? Окей? Такое вот интересное время, или наоборот, можно сказать, на время, да, его по-разному классифицируют, но оно очень применимо в речи, когда вы начинаете говорить про примеры из своей какой-то частной личной жизни. Еще есть, конечно же, другие более трудные времена про прошлое время, но я думаю, что вам вот этого для теста будет абсолютно достаточно. По крайней мере, из моего опыта, когда мы учили больше времен, доходило дело до speaking, до writing, и они просто не применялись. Дальше очень важно их сейчас выучить, потому что из того же past perfect, present perfect, past simple будут строиться наши какие-то следующие подвижки, да, в грамматике. Мы будем делать условные предложения. И они вот такие вот длинные структуры, чтобы спокойно ее выговорить и не задуматься, не подвиснуть там надолго. Нужно уметь просто составлять вот такие предложения с легкостью. Если вам нужно очень много времени, чтобы вот это сделать, то уже такие сложные предложения, скорее всего, вы не будете их использовать. То есть это будет какая-то такая роскошь, которой вы не будете пользоваться. Вам нужно сделать, чтобы вот это для вас было просто абсолютно ежедневной какой-то рутиной, и вы могли с легкостью делать такие предложения. Вы потренируетесь дома. Сегодня я хочу еще сделать одну тренировку на все времена, которые мы сейчас уже знаем. То есть если вы делаете домашнее задание, вот это будет достаточно просто сейчас. Мы просто их соберем, чтобы вы знали, какой у вас огромный есть запас различных вариантов, в которых вы можете говорить. Мы уже будем сейчас прям приближаться к части speaking, и будете чувствовать прям объем того, что вы можете сказать, чтобы вам хотелось это уже выразить и применять на части speaking. Сейчас посмотрите, мы будем использовать 3 лица: you, I и he. Это те, которые обычно нам показывают на число, да, то есть he, she, it у нас склоняется обычно с s. I — это вообще отдельная тема, да, то есть он по-разному совершенно себя ведет в разных временах. И you у нас представляет множественное число. Дальше посмотрите на времена. Now, я специально пишу здесь маркеры, чтобы вы к ним привыкали. Now — это present continuous. Usually — это present simple. Last week — это past simple. Already yet — это present perfect.
By the time это past perfect, о котором мы только что говорили. For since это present perfect continuous. И while это просто past continuous. То есть сколько всего мы уже знаем, давайте сейчас смотреть, как же будет меняться предложение. Я сейчас возьму одно предложение, просто буду его крутить, вертеть, где-то добавлять к нему вторую часть, делать из него сложное предложение, чтобы оно корректно просто звучало в этом времени. И мы будем смотреть, как же это применяется, как меняется та ситуация, в которой используется это время. Мы сейчас, я напомню, вот в самом первом занятии мы говорили about decision-making tree, да, о дереве принятия решения. Мы сейчас все работаем над единичкой и двойкой. То есть единичка – это выбор времени, двойка – это правильное составление этого времени, там, правильный порядок слов, правильные формы глаголов и так далее. Сейчас сделаем только утверждение. Предложение будет таким. Вы можете делать свое предложение, можете мое делать сначала, потом потренироваться самостоятельно дома. Например, I drink coffee. Да, вот стандартное предложение. Поехали. I am drinking coffee now. You usually drink coffee in the morning. He drank coffee last week. You have already drunk coffee today. He had drunk 3 cups of coffee by the time he came to the office. He has been drinking coffee since he was a teenager. You were drinking coffee when he spilled his tea on your pants. He usually drinks coffee every morning. He drank some coffee last week. He has already drunk a lot of coffee today. You had drunk a lot of coffee by the time we arrived at the airport. I have been drinking coffee since 8 o'clock this morning. This is true, by the way. He was drinking coffee when his boss called him in his office. I am drinking coffee now. He is drinking coffee now. You usually drink coffee every morning. You drank coffee last week. I have already drunk 2 cups of coffee this morning. I had drunk a lot of coffee by the time he opened the door. He has been drinking coffee ever since he tried it. I was drinking coffee while he was making dinner. Понятно? Это утверждение. Сейчас я буду делать только отрицание. Постарайтесь как-то успевать говорить до меня, чтобы вы могли себя немножко проверить, хотя бы в голове. Но лучше, конечно, вслух это делать. Если нужно, ставьте видео на паузу после каждого раза, когда я перемещаю марки, чтобы у вас было хотя бы 2-3 секунды подумать самостоятельно. Вот этот процесс, он очень ценен, самостоятельной деятельности. Я пытаюсь вас подтолкнуть на то, чтобы вы делали сразу что-то сами. Первые ошибки – это очень важно. Не находите себе каких-то оправданий. Ой, я это не знаю, или у меня это не получается, потому что я устала. Да? Не надо себя вот прям муштровать, да, что вы сделали ошибку. Нас это делали в школе, с нами это делали родители, с нами это делают постоянно на работе, с нами это делают даже наши домашние. Мы постоянно сами подмечаем ошибки других людей, и поэтому очень боимся совершать ошибки. Но страх совершения ошибок – это обратная сторона медали неудачников. То есть те, кто успевают в своей жизни, те, кто реально что-то достигает, они составляют ошибки постоянно. Я постоянно ошибаюсь. Сколько раз мы пытаемся записать уже этот курс, и мы его все-таки записываем в этот раз. То есть сколько ошибок мы сделали, сколько мы услышали обратной связи от людей, которые проходили этот курс. Но это здорово, потому что все эти трудности, все эти какие-то, можно сказать, ошибки, да, если на это смотреть как на ошибку, это все привело к тому, что теперь существует этот курс, и вам намного проще его проходить, чем тем, кто проходили его год или 1,5 года назад. Я веду к тому, что в данный момент позвольте себе ошибаться, позвольте сказать это вслух, потом услышать, что упс, на самом деле это не так. Потому что это будет очень ценно. Лучше вы ошибетесь сейчас, наедине с собой, смотря этот ролик, чем вы это будете делать на тесте. Про ошибки, вообще про достижение цели я буду периодически говорить на этом курсе, потому что это все время возникает во время занятий личных, да, со мной. Я вижу, как люди ошибаются, как они пытаются прям объяснить, почему они ошибаются. Значит, какой-то внутренний дискомфорт у них есть, просто перед концептом ошибки. Я, наверное, из-за жизни в Америке настолько привыкла к тому, что ошибаться это нормально, нужно что-то просто делать, ты как-то делаешь что-то, двигаешься к цели, как-то что-то где-то, в общем, делаешь как-нибудь, потому что Америка – это страна предпринимателей, это страна людей, которые приехали без образования, без необходимых там даже ресурсов каких-то, даже негде было жить, и они начинали бизнес просто вот на улице,
там евреи, вот эти юристы, да, как они стали все юристами, это тоже было очень интересно. Просто индустрия требовала юристов, и все евреи сказали, ну не все, а по очереди, постепенно, и сказали, а почему бы нам не стать юристами? Но тогда не было такого прям юридического образования. А вообще страна только вставала на ноги, и не было даже таких прям жестких законов, да, кроме там каких-то первых биллов о правах и так далее, конституции. И вот уже на основе этого они, можно сказать, создавали эту юриспруденцию сами. Они просто пришли и начали делать. Сколько предпринимателей известно, у которых не было высшего образования, у которых не было, как бы сказать, никаких прав на то, чтобы делать правильно. Они просто брали и делали неправильно много раз. Поэтому важно, значит, сейчас пройти этот путь. Это неотъемлемая часть этого. Сделайте это самостоятельно, сами с собой, вместе со мной. Пишите о том, все время я ошибаюсь, пишите ВКонтакте, жалуйтесь об этом, но делайте это, просто вот пройдите это. Это такое небольшое лирическое отступление. Сейчас идем к отрицанию. Обычно в отрицаниях много ошибок, поэтому я говорю об этом сейчас. Погнали. То же самое предложение drink coffee. I'm not drinking coffee now. You don't usually drink coffee every morning. He did not drink coffee last week. He is not drinking coffee now. He doesn't usually drink coffee every day. You are not drinking coffee now. I did not drink coffee last week. You did not drink coffee last week. He is not drinking coffee now. You haven't drunk coffee today yet. He hasn't drunk coffee this week yet. You don't usually drink coffee. He isn't drinking coffee. You hadn't drunk coffee by the time you arrived at the office yesterday. He hasn't drunk coffee today yet. You didn't drink coffee last week. I haven't drunk coffee today yet. He had not drunk coffee by the time he immigrated to America 10 years ago. I haven't drunk coffee for 2 days. Помните исключение, да, что perfect continuous не бывает в отрицании в принципе, я его упрощаю до обычного перфекта, хотя я говорю for или since и показываю, что это вообще-то продолжительность действия, но действия нет, поэтому не могу говорить в этом времени, как я сейчас сделала пример. Давайте еще один. You haven't drunk coffee for many years because you have been trying to quit drinking coffee. Have been trying to quit можно, потому что это утверждение. He was drinking coffee when his phone rang. Отрицание, да? He wasn't drinking coffee when his phone rang. You were not drinking coffee while she was cooking dinner. I'm not drinking coffee now. He did not drink coffee last week. You had not drunk coffee by the time you discovered green tea. He was not drinking coffee while studying. You were not drinking coffee while preparing for your exam. He does not usually drink coffee. You did not drink coffee last week. He has not drunk coffee today yet. Как видите, я тоже могу ошибаться, и как бы ничего страшного. Поэтому все ошибки, которые у вас здесь были, просто зафиксируйте для себя. Да, вот здесь у меня есть какой-то косяк. Или вот тут я еще не совсем понял. Сейчас вы будете делать домашние задания какие-то из вот этих новых времен. Можете что-то повторить в предыдущих уроках, пересмотреть. Но вот это у вас должно быть четко. Сейчас мы перейдем к вопросам. То же самое предложение drink coffee. Is he drinking coffee now? Do you usually drink coffee every day? Did he drink coffee yesterday? Am I drinking coffee now? Are you drinking coffee now? Does he usually drink coffee every day? Did I drink coffee last week? Has he drunk a cup of coffee today yet? Have you drunk a cup of coffee today yet? Does he usually drink a cup of coffee every morning? Are you drinking coffee now? Had you drunk coffee before you left your apartment? Has he been drinking coffee for many years? Were you drinking coffee when he arrived home? Was he drinking coffee while studying? Does he usually drink coffee? Did I drink coffee last week? Have you drunk coffee today yet? Я думаю, что хватит. То есть, в принципе, тренировка вам понятна. Еще мы можем сделать ее вперемешку. Когда я буду говорить сразу утверждение, отрицание или вопрос,
потом создавать это предложение. Прям немножко вам просто покажу, как можно так себя тренировать дома. То же самое предложение с drink coffee. Утверждение. He is drinking coffee now. Отрицание. You didn't drink coffee last week. Вопрос. Has he drunk coffee today yet? Отрицание. You had not drunk coffee by the time you arrived at the airport. Вопрос. Has he been drinking coffee for many years? Утверждение. You were drinking coffee when he arrived home. Отрицание. I'm not drinking coffee now. Вопрос. Do you usually drink coffee every day? Отрицание. He hasn't drunk coffee today yet. Видите, как это делается? Также это можно делать с преподавателем. Если вы чувствуете на данный момент, что есть какие-то трудности, дальше будет легче, когда мы перейдем к частям speaking и writing. Но там будет легче, если вы вот это поймете. Поэтому, если вам нужна помощь преподавателя сейчас, обращайтесь к нам, мы подберем вам преподавателя, чтобы он занимался с вами, может быть, раз, может быть, 2 раза в неделю, может быть, раз в 2 недели. Просто когда вам нужна поддержка, чтобы у вас было с кем потренироваться, кому отчитаться за пройденные домашние задания. И это вам поможет пройти вот эту часть. Это то, когда вы можете, не поверить в свои силы или как-то разувериться в ценности вашей цели. Вот то, о чем я говорила на первом занятии, да. Может быть, ваша цель теперь стала не настолько привлекательной для вас. Возможно, это просто трудности, которые вы испытываете здесь. Что-то вы не сделали в домашнем задании, что-то где-то недопоняли, и нужно просто лишний раз с кем-то на эту тему пообщаться. Также вы можете найтись в нашей группе ВКонтакте, где другие участники этого курса отписываются по домашним заданиям. Вы можете встретиться, если вы живете в одном городе, или помочь друг другу потренироваться по скайпу. Это всегда очень выручает. Есть один философ, который говорит, что если вы хотите чего-то достичь сами, помогите другому человеку достичь того же самого. И этого я желаю вам. Когда-то мне очень нужна была эта поддержка, просто я жила в маленьком городе, у меня не было никого, с кем я могла вместе готовиться. Но я вот чувствую, что когда ты берешь кого-то в партнеры, и у вас, в принципе, дедлайн одинаковый, да, 3 месяца прохождения этого курса, помогите друг другу, свои усилия совместите, тогда будет определенная синергия, у вас будет необходимость отчитываться не только в группе ВКонтакте, но еще перед друг другом, так как ваш партнер не может идти дальше, ваш напарник не может тренироваться дальше, пока вы не сделали свое домашнее задание. Это действительно очень сильно мотивирует, и плюс, когда вы поступите или получите ту работу, которую хотели, это будет победа не только ваша, но это будет еще победа вашего партнера. Я думаю, что это очень здорово. А у нас сейчас есть такое время, в котором мы живем, что мы можем в интернете просто создавать целые комьюнити, да, целые нетворки людей, у которых есть общие цели и общие ценности. И это здорово, потому что раньше такого не было. Даже в своей короткой жизни я уже вижу очень большое развитие вот этих интернет-сообществ, и это здорово. Поэтому идите в группу ВКонтакте, подписывайтесь там по домашнему заданию, потому что следующая тема будет очень интересная. На следующем занятии мы поговорим о прояснении слов. Это очень важная технология, так как для того, чтобы сдать этот тест на хороший балл, вам необходимо выучить новые слова. В любом случае. Даже если вы их уже знаете, потому что читаете какую-то литературу продвинутую в интернете, вам нужно эти слова применять. Это просто must, обязательно вам нужно это делать. А чтобы их применять, они должны быть связаны с вашей ассоциативной памятью. Об этом я больше расскажу на следующем уроке. Мы проделаем все 4 шага из этого метода прояснения слов, для того, чтобы вы смогли научиться, как не зубрить слова, не пытаться их запомнить, потому что пытаться что-то запомнить нет смысла. Если в вашем разуме у этого слова нет никакого значения, оно никак не относится к вашему личному опыту, запоминать его будет очень трудно. Если вам это слово понятно, его запоминать уже не нужно, потому что каждый раз, как я уже говорила, да, вы задаете задачу какому-то аналайзеру своему, он выдает все данные, которые у него на эту тему есть. И в том числе и слова он тоже будет выдавать, когда будете пытаться говорить о чем-то важном, или о чем-то интересном, или о чем-то там ужасающем. Он будет выдавать вам не только грамматику, но еще и слова, которые он на эту тему знает. Поэтому этот метод вам серьезно облегчит подготовку к вашему экзамену. Я планирую, что за эти 3 месяца вы сможете выучить 900 новых слов. Конечно, зависит от вас, но уча по 10 слов в день, вы можете это сделать. И учить 10 слов в день совершенно спокойно можно делать, потратив на это 30-40 минут. Если вы уже потренируете этот метод, можно это делать за 20 минут. Это то, что делают мои студенты постоянно, и это не новшество для меня. Поэтому единственное, что здесь вот вам как раз будет полезно заниматься с преподавателем или с напарником, тот человек, который сможет вас проверять, действительно ли вы поняли это слово, или вы там просто выдаете ему примеры из словаря, которые были написаны там, или что-то похожее на примеры из словаря, или действительно ли вы создаете свои личные собственные предложения. Поэтому одно из ваших домашних заданий — это найдите кого-нибудь, кто будет вас тренировать, кого-нибудь, кто может вас просто послушать, кто-то, кто может вам уделить время и сказать там: да, это ты точно знаешь, это что-то я не уверен. Вот идеальное первое место, где можно начать, это вот этот наш ресурс группы ВКонтакте, специальное обсуждение для этого теста.
Также, если вы уже порылись в своей рабочей тетради, там есть все ресурсы, которыми вы можете пользоваться уже сейчас. Готовясь к тесту, вы будете смотреть на то, что писали другие студенты, там разные блоги, разные ресурсы с примерами вопросов. Вы можете уже смотреть, как составляются эти вопросы, как я уже и говорила сегодня, и готовиться морально к тому, что вы будете это скоро делать, и у вас действительно получится. Я желаю вам успехов с этим домашним заданием и со всем этим курсом, и мы скоро увидимся на 5-м уроке. See you! Bye!